На кивок. Давай, ракета. Хороший. Друзья, всем привет! Сегодня будет рыбалка на новом водоеме. Только-только начинает расцветать. Тишина сегодня, туманчик. У нас жара продолжается. Конец августа, начало сентября. Лодочку все уложил, удочки. Это у меня в пакете здесь самоловки, донки. Все готово к рыбалке. Местные рыбаки говорят, здесь карпы и амуры есть очень больших размеров. Много здесь карася. Есть также щука. Но сегодня будет только карпик. Ну что, отдать якоря. Плываем мелко. Пока нет волны, решил поискать карпика по ройкам, место, где он кормится. И там уже буду рыбачить. Озеро огромное, как для наших мест. В прошлых видео я рыбачил, там озеро было небольшое. Раз в 5 меньше этого. На небольшом озере проще найти рыбу. А вот на таких больших водоемах это уже проблема. Тем более я тут рыбачил пару раз. И то с берега. С лодки я здесь рыбачу впервые. Я взял с собой и кивок, ребята. А мало ли, а вдруг. Вот, ребята, самоловочки, которые я сделал. У меня 5 штук таких. Бутылка. Леска 0,35. Обязательно не тоньше, я так считаю. Но это на карпа, если вы ловите. По снасти крючок. Снасть до ужаса простая. Крючок. Груз 15-20 грамм, 30, смотря какое течение там у вас, сильное, не сильное, чтобы не сносило бутылку. У меня 15 грамм грузик. Ну, естественно, стопорки. На крючок насаживаете горох, там, либо я не знаю, на что вы будете ловить. Картошку опускаете, делаете нужную глубину и все, ждете поклевку. Поклевка видно, потому как начинает по озеру перемещаться бутылка. Сейчас, наверное, сразу их расставлю. Самоловки эти хочу поставить так, чтобы мне их было видно. В поле моего зрения находились. Рыбачить я буду сегодня, как вы поняли, на вареный горох. Взял с собой еще кукурузу вареную. Ну, в основном только на горох. Так, одеваем горох на самоловках так, чтобы он еле-еле держался. Иначе будут холостые поклевки. Вот. Еле-еле под кожицу одел. Померяем глубину. Глубина где-то около метра здесь, друзья. У меня на бутылках есть вот такие резиночки, канцелярская резинка. Я под эту резинку просовываю леску и все, и таким образом фиксирую глубину. Так, одна бутылочка есть.
Одна донка установлена. Остальные я поставлю там дальше в корягах. Смотрите, ребята, какой здоровенный водоем. В длину где-то 1,5 километра. Огромнейший. Начинает просыпаться солнышко. День сегодня обещает быть жарким, но пасмурным. Смотрите, какая ройка возле пня. Смотрите. Это карп. Карп роется. Возле корча. Карпуша. Вот ройка пошла опять. Друзья, кроме удочек, я, конечно же, взял с собой боковой кивок. И вот пока тут плаваю, ищу место, где рыбачить буду под поплавок, увидел ройки. Ройки большие, роется карп, это 100%. И решил, пока есть ройки, пока еще не встало солнышко, решил попробовать половить на боковой кивок. Может, где-то около полчасика-часик. А потом уже стану пробовать на поплавочке. Так, насаживаем горошину. Так, под кожицу. Рыбачить сегодня буду вот на такую удочку Cold Dragon 5,7 метров. Тест до 150 грамм. Шнур у меня стоит 0,3. Вот так подойдем. Смотрите, впереди какая ройка здоровенная. Там дальше еще одна. Чароек тут валом. Так, ну что, будем потихонечку подкрадываться. Глубина здесь небольшая. 1,5 метра. На что он тут ловится, я не знаю, карп. Ну, я на классику буду начинать пробовать на горох вареный. Тактика будет та же, которую я применяю постоянно. Это поисковая рыбалка. Прикармливать ничего не буду. Чисто искать по жмурам, туда забрасывать наживку и пробовать поймать таким способом карпа. О, вывернулся. Как раз возле моей бутылки. У меня там тоже горох. Но пока вижу ройки быстрые. Только начинают появляться пузыри. Вышли из дна пузыри. Целая куча. И все. И резко прекращаются появляться бальбушки. То он, значит, перешел в другое место куда-то. Либо что услышал, либо заметил меня. Вот одна ройка, а вон вторая. Вот рядом совсем. Так, вот. Сразу убегает. Глубина небольшая тут. На кивок. Вот ракета. Хороший. Ух ты, я его еще забагрил как-то за бок. Хороший. Стой. Только опустил мормышку. И есть карпик. Удочка справилась пока. Так, теперь главное его подсак завести. Подсак короткий.
Есть такой парень. Ух ты. О. Сейчас, наверное, положу его в садок. Где-нибудь за корч привяжу в садок, чтобы садок с собой не таскать. И буду дальше поройком пробовать рыбачить. Удочка Cold Dragon справилась на ура. Ну, борьба была, вы видели, вот туда-сюда уходил, как ракета. Сейчас здесь привяжу садок к камышу и опущу сюда карпа, чтобы с собой его в лодке не таскать. Смотрите, какое амбалище. Ну, я потом попозже взвешу в конце рыбалки. Смотрите, какая морда. Так, друзья, по нулям. Поднимаем. 4 килограмма. Прыгает постоянно просто. Вот еще ройка, ребята. Сейчас посмотрим, что он тут будет клевать. Нет. Есть, ребята, поклевочка. Иди сюда, дорогой. О, есть. Есть еще один карпик. Ага, такой красавчик. Ну, за двушку точно. Друзья, сработала еще одна ройка. Ну, карпик такой 2 килограммчика, может чуть больше. Он горбатый на этом водоеме. Ну, я на эту удочку его буквально, сами видели, за 2 минуты достал. Все, сразу поднял наверх, он хватанул воздуха и подсак его. Смотрите, все бурлит просто. А браться не хочет. Роек стало намного меньше. Так есть кое-где. То там, пока подплываешь, он прекращает рыться. Попробую теперь на поплавочек. Удочки у меня, ребята, все те же, на которые я постоянно рыбачу. 2 по 2,40 длина и 2 удочки 4-метровые. Снасть сделана под дальний заброс поплавочки. Так, леска от 0,28 до 0,35. Крючки карповые. Плавал. Ребята, решил вот под этим корчиком стать. Пока бросал тут якорь. Были ройки с одной стороны, с другой большие. Сейчас прекратились, чуть-чуть расшугало. Вот тут глубина 1,5 метра, не больше. Ну, я думаю, он где-то тут крутится, он далеко не ушел. Вон там дальше появляется ройка опять большая. Начну с этого места рыбачить, а там посмотрим. Там вон с той стороны еще корчи есть. Может, под те корчики стану. Начну пробовать пока на горох. Одну удочку, может, даже поставлю на вареную картошку. И посмотрю, на что лучше будет ловиться. Тут дело в том, что карась может картошку объедать. А мне нужны поклевки только карпа. Так, вот такой у меня горох.
Пахучий. Горох одеваю под самый краешек. Жало оставляю открытым. Совсем чуть-чуть, там полмиллиметра. Вот туда. Отлично. Ребята, поклевочка. Притопила чуть-чуть. Пошел, пошел, пошел. Вот это, ребята, карпик был. Протянул где-то, наверное, метров 30. Пошел в сторону, как-то чудом не зацепил остальные удочки. Глубина небольшая, даже было видно волну, как он шел. И потом резко, как дернет, я думал, крючок оборвал. Достал, а крючок на месте. Видать, плохо я его подсек. И может где-то за слабое место зацепился, оборвал губу. Может, ну губу карпу оборвать практически нереально. Скорее всего, что плохо зацепился крючок. У меня крючки 4 номер, а тут, наверное, для такого карпа, как тут клюет, надо, наверное, 2 номер. Не меньше. Адреналина куча, капец. Пока его таскал, сейчас аж руки трусятся. Ну, карпище здоровенный. Тут карп намного сильнее, чем на том водоеме, где я перед этим рыбачил. Ладно, будем рыбачить дальше. Может, еще поклевки будут. Будем надеяться, по крайней мере. Так, друзья, поклевочка на поплавок. Пошел, пошел. Есть. Зацепил удочку одну мою. И куда идет? Ну, небольшой. Сейчас мы его подхватим. Есть. Вот такой килограммушка. Вроде бы карпик и небольшой. Где-то, ну, может, максимум 1,5 килограмма. Но сопротивлялся как взрослый. Таскал. Я думал 3 килограмма будет карпик. Побольше. Клюет карпик пока только на горох. На картошку молчит. И мои донки, бутылочные донки, пока молчат. Но еще может проклюнется и на донки. Посмотрим. Рыбачу на них 1-й раз. У меня сомнения насчет грузиков. Наверное, надо грузики потяжелее, чтобы крючком мог просечь губу при поклевке. Так 15 грамм, наверное, мало.
какой вывернулся, красавчик. Хороший. Есть, ребята. Ух, тянет, тянет. Куда хоть бы пошел через все удочки. Ну, вроде бы не зацепил. Не могу оторвать от дна его. Ничего себе, кабан. Не могу его удержать, идет в сторону и все. Как я и подозревал, хорошего карпа достать в таком месте — это большая проблема. Все, затащил в корчи, таскал я его, отвязал лодку, достал удочки, он все еще был на крючке. Он зацепился там за корч, и я слышал, он еще, фрикцион срабатывал, он еще дергал, он еще был на крючке. Пока я отвязал лодку, пока посматривал все удочки, стал подплывать. И, видать, он резко рванул и ушел вместе с крючком. Друзья, поплыла моя бутылка. Наверное, сошел. За ним смотреть надо. Как тянет бутылку, надо подсекать. А я пока смотал удочки, он протянул метров 100 эту бутылку. Карп. А может, зацепился сам. Все, сошел. По поводу донок. Если я не прав, то поправьте меня в комментариях. Я так понял, их ставишь и нужно за ними постоянно смотреть. Как только видел, что бутылка поплыла, подплывать, делать подсечку, и тогда будет результат. У меня сегодня уже было 2 поклевки. Я рыбачил с утра на кивок, потом сейчас плаваю на поплавки. И рыбачу на поплавки, да, к примеру, поворачиваю голову, смотрю, бутылка уже метров 50 проплыла. И стоит на месте. Подплываю, все, гороха нет, карпа нет. Выбрался на берег я, друзья. Стало припекать солнце, невозможно вообще рыбачить. Да и клевать рыба перестала. Рыбачил сегодня на новом водоеме. Рыбалка получилась шикарной, как я считаю, для первого раза. Рыбачил на 3 снасти. На бутылочные донки, ну я их так назвал. Насадка была горох. На поплавок и на кивок. С самого утра на кивок было, по-моему, поклевки 4. 2 я взял. На поплавок 2 схода больших кабанов. И одного поймал. Где-то килограммчика 1,5 небольшой карпик. В целом рыбалка получилась шикарная. Но как подул юго-восточный ветер, все резко оборвался клев. И я решил не терять время зря и ехать домой. Пишите, ребята, комментарии не забывайте. Ставьте лайки. Делайте репосты видео. Задавайте вопросы, кому что неясно, хотите узнать.
Кто не подписан, подписывайтесь на канал обязательно. Всем пока!